Что происходит в отношениях между мужчиной и женщиной, если нет совместных детей? Да и вообще никаких детей нету. Что они должны делать в таком положении? Как себя вести по отношению друг к другу? И как жить такой семье без детей? В нашем обществе, где само слово «семья» безусловно подразумевает под собой как минимум мама, папа, ребенок. А в настоящее время женщин и мужчин, которые не хотят иметь детей или которые не могут иметь совместных детей, становится все больше. Это немного разное, но когда они хотят заводить детей или когда не могут, но суть одна – это семья без детей. В моем окружении есть 5 бездетных пар, которые я так или иначе знаю лично. Они, эти семьи, по разным причинам бездетные. Некоторые из них вполне хорошо себе живут по принципу child-free. Другие, наоборот, хотят завести детей, но не могут. Также 2 пары, вернее уже не пары, которые не входят в эту пятерку, развелись по причине того, что у них не получились совместные дети. Мне, как альтруисту в психологии, хочется помочь разобраться в отношениях тем супругам, которые бездетны не по своей воле, или, может, мужчина или женщина не хочет детей вообще, и из-за этого регулярно испытывают депрессию или чувство вины. Также, возможно, у меня получится изменить некоторые стереотипы в мышлении тех, кто воспринимает наличие детей в семье абсолютной догмой. Сперва можно поставить под вопрос саму обязательность появления детей в семье. Человек на то и человек, что движим не одними инстинктами, у него есть выбор. И если эта способность к размышлению и анализу дана людям изначально, то есть мы в состоянии задумываться, и мы должны об этом размышлять заранее, стоит ли мне приводить ребенка в этот мир. Но получается, не столько природа, сколько социализация в обществе сыграла с человеком такую шутку, что мы заменяем наше инстинктивное, физиологическое «надо родить ребенка для продолжения рода» на социальное «надо родить ребенка, чтобы как у всех». Но физиология, больше женская физиология, кстати, далеко не всегда требует рождения ребенка. Скорее, этого требует наши убеждения и та социальная среда, в которой мы живем, и относительно которой мы можем оценивать себя позитивно. Например, для многих ребенок воспринимается как атрибут благополучия и успешности. Надо хорошо зарабатывать, надо иметь достойную квартиру, машину, жену, мужа и ребенка. В таком сочетании жизнь будет устроена, тогда можно сказать себе, что она сложилась, что я достаточно успешен для оценок, принятых в обществе, где живу. А ведь быть родителями – это отдельное искусство, призвание. Но почему-то большинство пар, будущих, да и настоящих родителей крайне редко воспринимают это именно так. Еще часто можно слышать от требовательных мам, будущих бабушек категоричное «ты эгоист» или «эгоистка, раз не хочешь детей». И за этим обычно имеется в виду «ты не хочешь меня порадовать внуками». А может, за этими словами потенциальной бабушки есть и более глубокий смысл. Ты не хочешь соответствовать, не хочешь оправдать мои ожидания, чтобы у тебя все было как надо, и я могла бы тобой гордиться и предъявлять тебя как доказательство и собственной полноценности тоже. Понимаете, о чем я? Если человек говорит «я не хочу заводить детей», какие только не вешают на него ярлыки. Бесчувственного, неполноценного, несостоятельного. Но страшнее всего женщинам. Если у женщины нет детей, то она однозначно не состоялась в глазах большинства. И никто не утруждает себя вопросом о том, нужна ли ей была на самом деле эта материнская роль. Хотела ли она искренне иметь ребенка. Просто большинство людей вообще не могут хоть на минуту взглянуть на мир глазами другого. Что характерно, ярлыки неполноценности вешают не только недовольные потенциальные бабушки, желающие, чтобы у их детей все было нормально, но еще и те, у кого дети просто получились по залету или потому что неудобно уже перед людьми было. Я уверен, что на уровне подсознания такие родители чувствуют дисгармонию. Они не до конца понимают, зачем они решают все эти бесконечные проблемы со своими детьми. Почему так? Потому что наверняка они не хотели заводить детей, недостаточно осознанно и искренне приняли решение о появлении детей. Скорее всего, у таких злых семей с детьми намного раньше возможного осознания сработало социальное «надо», обозначаемое легкомысленным термином «так получилось». И нередко в обвинительных речах пар с детьми в отношении бездетных семей явственно слышится злость. На свои же собственные обстоятельства, на своих детей, которые ими, парами с детьми, на бессознательном уровне, скорее всего, воспринимаются как навязанное ограничение своих личных свобод.
Есть и другой вариант не совсем здорового, на мой взгляд, отношения к появлению ребенка. Когда ребенок является лишь следствием, продолжением отношений, и в нем не видят самостоятельной ценности, лишь составляющую полноценной семьи. Сколько раз только я слышал слова «я так люблю мужа, жену», и лучшее доказательство моей любви – это наш ребенок. А еще более жестким можно назвать вариант, когда кто-то из супругов, чувствуя какую-то трещину в браке, пытается привязать другого ребенка. Но ребенок не может быть ни средством, ни доказательством, он вообще не может быть атрибутом полноценной семьи. За подобным отношением к детям стоит чувство собственности, желание, родив ребенка, присвоить себе хоть бы часть любимого человека, получить его в свое распоряжение в как можно большей степени. Но такие люди, которые хотят привязать к себе партнера ребенком, часто забывают, что придется любить еще и ребенка. А жизнь, между тем, очень многообразна. Того, кого так хотелось привязать к себе, может к чертям смыть волной следующей влюбленности к другой. Или он разочаруется в вас. Да все что угодно. Пытаясь использовать ребенка лишь как средство запечатлеть в нем кого-то, человек рискует никогда не увидеть самого ребенка, его личности. Вот хотели бы вы сами, чтобы к вам относились не как к личности, а назначили бы вам лишь некую функцию, ради которой вас и произвели на свет, игнорируя вашу самостоятельность, индивидуальность, ваши желания, потребности, ваш выбор? Я бы не хотел. Не менее странной с точки зрения семейной психологии выглядит идея абстрактного желания детей. Человеческая натура цельная, по крайней мере, задумана такой. Если мы любим человека, если мы чувствуем себя комфортно в этой любви, мы можем идти дальше, растить общих детей, делясь с ними собственным счастьем и комфортом. Но если по каким-то причинам вами любимый человек не может подарить миру ребенка, разве он становится от этого менее желанным для вас? Если есть партнерство, чувство, желание разделить жизнь именно с этим человеком, то вряд ли придет в голову бросить любимого из-за абстрактного желания иметь детей. Но есть социальное общественное надо. И вот гармоничная пара уже стоит на грани развода лишь потому, что их общество признало как неполноценных. Но в это же время история знала много счастливых бездетных пар, не обязательно идейно бездетных по принципу child-free, а тех, у кого просто не сложились дети. Однако эти люди оставались верны партнеру до самого конца, вне зависимости от его неспособности создать традиционную семью. Ребенок – самостоятельная, полноценная личность уже по факту своего появления, и потому не может нести ответственность за те надежды, которые на него возложили родители. Более того, ребенок, будучи уже в раннем детстве этой самой личностью, может как раз не укрепить, а вопреки ожиданиям разрушить жизнь супругов, если внутри у них не было настоящего желания отцовства и материнства, и если отношения двоих по-настоящему ценны и есть ощущение, ненужности третьего, эксперименты в области деторождения вряд ли уместны. Может, муж не хочет детей, жена не хочет детей. Говорить об этом нужно заранее. Бывает, что дети просто не получаются. 30 лет нет детей, 40 лет нет детей. Природа против, или же замужество сложилось довольно поздно, и женщине уже физиологически трудно рожать первый раз. Не всегда это должно восприниматься как трагедия. Стоит как минимум задуматься о том, что возможно что-то, или вернее кто-то, бережет эту семью от каких-то более серьезных проблем. Хотя некоторые идут на самые крайние меры, чтобы сделать, наконец, семью полноценной. И в итоге преодоление этой самой проблемы отнимает столько сил и нервов, что отношения между супругами могут вконец испортиться. Ведь с течением времени муж и жена вызывают друг у друга стойкую ассоциацию с гнетущей их бедой. Совместная жизнь без детей для них уже мало что значит. Если же говорить о сознательных семьях child-free, кто вообще не размышляет о готовности быть родителями, а просто не хочет обременять себя заботами о ребенке и видит свое семейное призвание в заботе только лишь о партнере, на таких сыплется больше всего упреков в эгоизме. Однако, что страшного в том, что мужчина и женщина хотят жить друг ради друга? Когда я слышу упреки, бросаемые сознательно бездетным парам, я понимаю, что раздражает в них окружающих. Люди в таких браках без детей умеют быть по-хорошему замкнутыми друг на друге, умеют уделять друг другу внимание, умеют в конце концов быть счастливыми людьми.
Это, конечно, не значит, что муж и жена, имеющие детей, этого не умеют. Но, увы, часто выполняя социальный заказ и живя как все, замученные проблемами женщины и мужчины втайне завидуют бездетным парам, этому вниманию, этой погруженности в друг друга, этой степени заинтересованности между мужчиной и женщиной, когда у них нет детей. Семья без детей, официальный брак без детей, территория, почти лишенная понятия долг, равно как и лишенная связывающего элемента в виде совместного ребенка. Здесь люди друг с другом по одной причине – им хорошо вместе, или как минимум удобно. Их ничего не держит рядом, кроме убежденности в необходимости этого союза. Они нужны друг другу, и нет никакой третьей силы, которая удерживала бы их рядом. Страшно? Возможно, это путь без гарантии страховки. Но именно в бездетных парах чаще всего встречаешь ту истинную свободную привязанность, которая держится душой и взаимным уважением, желанием и заинтересованностью, в отличие от семьи, искусственно сцементированной необходимостью иметь детей, если рождение последних произошло не по обоюдному и искреннему желанию обоих. Такие браки с детьми, где это все не искренне, порой вырождаются в общность товарищей, которым просто нужно дотащить детей до самостоятельности. Я демонстрирую эти крайности лишь для того, чтобы показать, только если дети осознаны партнерами шаг, только если они воспринимаются не как неизбежное следствие отношений и не как придаток партнера, а как полноценные и важные сами по себе личности, только тогда климат в семье будет гармоничным, а союз партнеров прочным. Стереотипы и образы, навязанные нам обществом, слишком сильны, и слабым в плане своих желаний людям не оставляют выбора. Но ведь если вдуматься, человек на то и человек, чтобы иметь выбор – становиться родителем или жить без детей. И, наверное, нет ничего ужасного, если человек использует свое право жить без детей. Это не значит, что человек, который выбрал бездетность, не взрослый, недостаточно полноценный. Это значит, что для него важнее его партнер, а также, возможно, карьера, творчество, другие формы развития. Поделиться собой с этим миром и даже продолжить себя в нем можно в очень разных формах и вариантах. Но нет путей однозначно плохих или безусловно хороших. Есть то, что подходит или не подходит каждому определенному человеку. И бывает конкретное семейное призвание, кому-то оно подсказывает быть родителем, кому-то стать единственным лишь для одного человека. Если вы сами чувствуете в себе призвание жить лишь для супруга, стоит ли мучиться чувством вины и поддаваться давлению социальных стереотипов? Жизнь у вас одна, и если вы не ощутили определенного и явного желания быть родителем, или вы не можете им стать. Вы ни в чем, ни перед кем не виноваты и никому ничего не должны. Когда я впервые услышал о движении Child Free, поразмышлял над их идеями и понял, что они лишь создают баланс пропаганде традиционной семьи. А в природе все, как известно, стремится к равновесию. И потому в ответ на одну пропаганду о традиционной семье мы получили другую пропаганду о нетрадиционной семье. Ни одна из них не идеальна. Правильным, по моему мнению, можно назвать лишь одно – ваш личный выбор собственного, индивидуального и осознанного пути в этом мире, равно как и отсутствие с вашей стороны осуждения чего-то личного выбора относительно того, что кто-то не хочет иметь детей. Это мое мнение, не претендуя на истину в последней инстанции. Тем более, что мнение – это такая вещь, которая может и должна изменяться со временем, так как мир и живущие люди в нем меняются. Буду рад вашим комментариям, лайкам и подпискам на канал. Ведь впереди у нас много новых побед, впереди у нас нового мира рассвет. Всем спасибо, всем пока, с вами был Ави.